Агата Муцениеце – популярная российская актриса, чьи латвийские корни подарили девушке необычную и привлекательную внешность. Агата прославилась после выхода на экраны мистической детективной ленты «Закрытая школа», на съемочной площадке которого она познакомилась со своим бывшим мужем, Павлом Прилучным. Об Агате последнее время пишут очень много, но это никак не связано с ее творчеством. Причина этому совсем другая. Отношения Агаты и Павла вызывали всеобщий интерес, но теперь, когда они закончились, СМИ постепенно начали успокаиваться. Расставание было нелегким, но сейчас Павел уже нашел другую девушку. А Агата посмеивается над поклонниками, выставляя в сети фото с неизвестным мужчиной. Но мало кому известно, что она могла пойти совсем иной дорогой и стать успешной моделью или переводчицей с китайского языка. Судьба приготовила Агате Муцениеце всего в меру – и испытаний, и признания, и славы. А мы решили приоткрыть завесу тайны Агаты Муцениеце, углубиться в прошлое и рассказать о настоящем актрисы, ведущей и популярного блогера. Родилась Агата 1 марта 1989 года в столице Латвии, Риге. День рождения Агаты принес с собой не самые приятные воспоминания для ее родителей. Из-за халатности врачей, принимавших у ее матери Нонны роды, девочка едва не лишилась жизни. Именно трудности, с которых началась жизнь Муцениеце, помогли ей стать целеустремленной и сильной личностью, способной преодолеть любые преграды на пути к тому, что она хочет получить. В последующие годы у будущей актрисы обнаружилось серьезное заболевание. Проблемы с желудком заставили ее стать затворницей. У Агаты не было друзей, так как путь в детский сад ей был категорически заказан. Когда девочке было 3 года, ее отец погиб, и это оставило семью с 3 детьми без главного кормильца. Матери пришлось искать подработку, чтобы поставить на ноги 3 своих дочерей. Семья Муцениеце долгое время жила на очень скромный бюджет. Но она не могла позволить себе купить девочкам новую одежду, поэтому в школу сестры пошли в своих старых платьицах. Это привлекло к ним внимание одноклассников и сверстников, которые тотчас же принялись обзывать малообеспеченных девочек. Однако, несмотря на ощутимые трудности, Агата никогда не была той, кто унывает, и жизнерадостная девочка всячески пыталась развлекать своих родных. Она устраивала небольшие представления, исполняя музыкальные композиции и презентуя разученные танцевальные движения. Мать и сестры поощряли увлечение младшей Муцениеце. Так Агата попала в студию театра. В подростковом возрасте Муцениеце стала очень быстро расти. В старших классах она была самой высокой. Ее рост составлял 172 сантиметра. Благодаря своей привлекательной внешности девушка смогла попасть в модельное агентство, после чего стала лицом рекламной кампании итальянской фирмы по производству обуви. Сразу же после окончания школы Агате посчастливилось подписать невероятно перспективный контракт. Он привел ее в один из самых красивых городов Италии и бессменную столицу моды – Милан. Из Милана началось ее путешествие. Агата долгое время жила за пределами родной Латвии, в Германии. Там она познакомилась с китайцами. Агата быстро нашла с новыми друзьями общий язык. Еще в детстве любопытная девочка стала интересоваться Поднебесной. Это она переняла от своего крестного отца. Новые друзья помогли ей свободно овладеть китайским языком и углубить свои познания в культуре этой страны. Возвратившись в Ригу, Агата первым делом решила поступить в вуз. Ее выбор пал на филологический факультет. Долго ее увлечение языками не продлилось. Муцениеце манила сцена и экраны телевизоров, на которых с невероятной реалистичностью герои фильмов и сериалов отображали чувства. Агата оставила обучение и переехала в Москву, твердо решив добиться успеха на облюбованном поприще. Во ВГИК девушку приняли после первого этапа отбора. Талантливая Агата быстро снискала расположение преподавателей. Очутившись в Москве, она была очарована столицей, воодушевлена собственным успехом и с трепетом ожидала начала занятий во ВГИКе, где она и познакомилась со своим будущим парнем Артемом Алексеевым. Молодых людей многое связывало. Общее стремление стать успешными и добиться признания, схожие увлечения, один вуз. На момент знакомства с Агатой он состоял в команде Димы Билана. У Агаты за плечами уже были несколько кинокартин, которые, однако, не принесли ей желаемой известности. Ее первым серьезным прорывом стал телесериал «Закрытая школа», где она исполнила одну из главных ролей. Здесь, на съемочной площадке, она повстречала Павла Прилучного, который стал ее партнером. Между ними сразу же вспыхнула искра. Это, наверное, была любовь с первого взгляда. Целеустремленный и харизматичный Павел, совсем недавно расставшийся со своей голливудской девушкой, решил во что бы то ни стало завоевать сердце привлекательной латышки.
Их страсть, так хорошо изображенная на экране, переросла в настоящее чувство за кадром, которые вынудили Муценице уйти от Алексеева. Осенью 2012 года Агата на своей странице в соцсети выложила фотографию, которая подтвердила догадки поклонников насчет ее отношений с Павлом Прилучным. На картинке было четко видно, что в семье ожидается пополнение. В начале следующего года у пары родился сын Тимофей. После этого супруги перестали скрывать свой роман и стали появляться на светских мероприятиях неизменно вместе. Через 3 года у Агаты и Павла появилась дочь Мия. За год до рождения ребенка пара начала часто ссориться. Иногда скандалы доходили до вызова полиции соседями. Этот факт подтвердил сам Прилучный, объяснив ситуацию тем, что они с Агатой люди творческие, взрывные, и иногда им не удается вовремя остановить ссору. Агата и Павел признавались, что даже в бытовых вопросах им сложно находить компромиссы. Накладывало отпечаток и то, что они оба работали в одной индустрии. Иногда вскипала профессиональная ревность, иногда случались обиды из-за чересчур тесного общения с коллегами. В 2018 году стало все чаще появляться информация о том, что в семье Прилучного и Муценице начался тяжелый период. Об этом сообщила сама Агата. В интервью Павел подтвердил данную информацию. Все дело, по его словам, было в невозможности прийти к компромиссному решению по поводу некоторых вопросов с супругой. Агата и Павел смогли справиться со всеми сложностями. Новый этап их совместной жизни ознаменовал переезд в новое жилье в поселке Деденево. Муценице и Прилучный стали вновь появляться вместе на светских мероприятиях. Казалось, в паре наступили спокойные времена. Однако счастье Агаты и Павла долго не продлилось. Уже в феврале 2020 года пара объявила о расставании. Муценице признавалась, что до сих пор любит супруга, но быть вместе больше не может. Она выразила надежду, что Павел раньше нее найдет новую пассию, тогда и ей будет с этим легче. Прилучный считает, что причина была только в Агате, а он всегда и во всем прав. Хотя известно, что в таких случаях всегда виноваты оба. Развод был тяжел. Переживали его каждый по-своему. Павел ушел в запой, Агата впала в депрессию. Но со временем жизнь нормализовалась. Бывшие супруги решили ради детей не прерывать взаимоотношения окончательно. Для Тимофея и для Мии после развода папа должен остаться полноценным папой, а мама – мамой. Поэтому дети поочередно живут с родителями. Правда, судя по тому, как это происходит, с отцом чаще находится сын, а дочь с матерью. Кстати, Муценице до сих пор не сменила фамилию мужа. По документам она еще Прилучная. Даже свои ролики на YouTube она называет «Прилучные будни». После развода Агата быстро поняла, забота о детях ляжет на ее хрупкие плечи, и взяла ситуацию в свои руки. Из-за постоянных съемок она очень редко видит Мию и Тимофея и пропускает, как они растут. Но, как известно, любой труд обязательно вознаграждается, и Муценице может похвастаться внушительными суммами на банковских счетах. Экономная актриса себя не называет. Она с легкостью может потратить миллион в неделю и спустить несколько сотен тысяч рублей на легкий шопинг. У меня же няни, водитель, платы за квартиру. Мне важно, чтобы на счету было не менее 5 миллионов рублей. Если будет меньше 5 миллионов, я начну волноваться, переживать, что зря не считала деньги, объясняет артистка. Девушка официально не стала подавать на алименты. С бывшим мужем у них общая опека над детьми. Сейчас Агате точно не приходится переживать. Популярность актрисы внезапно возросла. Муценице определенно входит в список самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Во время брака с Прилучным Агата жила в особняке площадью в 400 квадратных метров, но потом перебралась в квартиру. Она уже давно мечтала о собственном загородном доме и наконец-то его купила. Жить в нем пока невозможно, кругом только голые бетонные стены, но счастью звезды это не мешает. А пока она может похвастаться поклонникам березками и елочкой на участке, а также планами на ремонт. В доме пока еще ничего нет, но выглядит он уже уютно. Панорамные окна, высокие потолки, несколько соток земли, а неподалеку находится лес. Дом двухэтажный. На первом звезда планирует разместить кухню и гостиную, а на втором – детские и свою комнату. Наша семья – счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала. В этот суперважный момент в моей жизни я хочу сказать спасибо вам, дорогой зритель. Я по-прежнему считаю, что без любящего зрителя артист невозможен. Благодаря вашей любви я верю в себя, я работаю, я в самые сложные моменты жизни остаюсь собой. Вы – это я, написала звезда.